Когда человек запускает свой беспилотник над овцеводческой фермой друга, он верит, что получит обычные кадры, на которых животные пасутся на полях. Но в итоге он видит то, что случается только раз в жизни, и никто бы ему не поверил, если бы он сам этого не заснял. «Папа, с дроном что-то не так. Он принимает странный сигнал», — крикнул Джейк, щурясь на экран своего пульта. Мартин Уокер, 62 года, повернул голову к сыну. Он беседовал со своим старым другом Ричардом Карсоном, владельцем обширной овцеводческой фермы, которую Джейк сейчас наблюдал со своего беспилотника. «Что ты имеешь в виду?» – он спросил. Он мало что знал об этих новых технологиях и с трудом понимал, как летающее устройство может принимать сигнал, не говоря уже о таком странном устройстве. «С овцами что-то не так?» – спросил Ричард. Будучи пожилым джентльменом, он тоже не был знаком с беспилотниками и технологиями в целом. Однако его ферма уже не процветала так, как раньше. Нехватка рабочей силы, непредсказуемая погода и падение спроса на шерсть заставили его едва сводить концы с концами. Когда Джейк вызвался снять рекламный ролик, демонстрирующий красоту фермы Ричарда, он от всего сердца принял помощь, надеясь, что реклама вызовет интерес у молодого поколения горожан. Джейк пообещал запечатлеть раскинувшиеся поля, красивый пейзаж, стадо овец и даже новорожденных ягнят. Он хотел продемонстрировать первозданную красоту фермы, напомнив молодым людям по всей стране, что не для всех захватывающих дух достопримечательностей требуется подключение к Wi-Fi. Однако сигнал, который улавливал беспилотник, был безошибочным. Вокруг этого места было сильное магнитное поле, но это было не самое шокирующее. Камера дрона показала странное зрелище. Сотни овец были расположены аккуратными ровными рядами на травянистом поле. Ряды тянулись в виде сетки, идеально выровненные, как будто кто-то их там разместил. «Что за чертовщина?» — спросил Мартин, наклоняясь, чтобы рассмотреть поближе. Ричард нервно хихикнул. Овцы иногда ведут себя странно. Вероятно, они просто группируются естественным образом. Но Джейка это не убедило. Расположение было слишком точным, слишком продуманным. Это. Он опустил беспилотник, чтобы рассмотреть поближе, но овцы не разбежались. Они стояли совершенно неподвижно, не нарушая строй. «Это ненормально», — пробормотал он. Затем дрон резко повернул, как будто ударился обо что-то бетонное, как о невидимую стену в воздухе. Магнитное поле, которое я улавливаю, действительно сильное. У вас есть какие-нибудь предположения, что могло быть причиной этого? Ричард пожал плечами. Я даже не знал, что оно существует. Вы уверены, что ваше устройство работает правильно? Здесь мало что растет, кроме травы и овец. Джейк не настаивал на этом вопросе, но, собирая дрон на день, он не мог отделаться от ощущения, что происходит что-то необычное. Когда Ричард упомянул за ужином, что овцы в последние несколько дней вели себя странно, Джейк навострил уши. По ночам они были беспокойны, кровь текла сильнее обычного. А днем они все время сбивались в кучку, как обычно, сказал Ричард. Возможно, они реагируют на что-то в окружающей среде, предположил Джейк. Возможно, что-то, что могло бы вызывать это сильное магнитное поле. Может быть. Но эта земля принадлежала моей семье на протяжении многих поколений, и я никогда раньше не видел ничего подобного, ответил Ричард. Пока они разговаривали, мысли Джейка метались. Он решил, что на следующее утро снова запустит беспилотник, чтобы продолжить расследование. На следующий день он проснулся рано утром, не в силах избавиться от ощущения странной фигуры овец. Он снова запустил беспилотник, на этот раз сфокусировавшись на других частях фермы. К его удивлению, овцы снова были аккуратно расставлены рядами, однако рисунок слегка изменился и теперь напоминал концентрические круги, расходящиеся в стороны. Мартин и Ричард присоединились к нему на улице, потягивая утренний кофе. «Джейк, ты все еще зациклен на этих овцах?» — спросил его отец полушутя. «Только посмотрите на это», — сказал Джейк, показывая им прямую трансляцию. Движения овец были синхронными,
как будто они шли по невидимому следу. Даже Мартин, который поначалу отмахнулся от опасений Джейка, нахмурился. Он решил нанести поле на карту, используя камеру дрона с высоким разрешением. В течение следующего часа он делал снимки всей территории и сопоставлял их на своем ноутбуке. Результат был поразительным. Разметка образовала массивный геометрический узор, который покрывал все поле. «Это не может быть простым совпадением», — сказал Джейк. «Все слишком подробно, слишком точно». Ричард почесал в затылке. «Я не знаю, что тебе сказать. Эта Земля существует уже много веков. Если под ней что-то и есть, никто никогда этого не находил». Любопытство Джейка возросло, когда он заметил участок, где трава казалась темнее и здоровее, чем на окружающем поле. Он указал на это Ричарду, который согласился провести расследование. Они втроем направились к тому месту, и земля хрустела под их ботинками. По мере приближения к этому месту воздух становился все тяжелее. Ричард вырыл лопатой небольшую ямку и обнаружил глиняную плитку со странной резьбой на ней. «Что это?» – прошептал он, отряхивая грязь. На плитке был замысловатый узор, который повторял маркировку, замеченную Джейком с беспилотника. Джейк сделал снимок и отправил его местному историку, знакомому по его фотографическим проектам. Позже, тем же вечером, перезвонил его друг. Его голос был полон волнения. «Где вы это нашли?» – спросил историк. «Это на ферме моего друга», – ответил Джейк. «Почему?» «Эта плитка выглядит так, словно относится к периоду неолита. Это может быть частью древнего поселения», – объяснил историк. Сердце Джейка бешено заколотилось. В ту ночь Джейк не мог уснуть. Он снова и снова прокручивал запись с беспилотника, пытаясь осмыслить увиденное. На следующее утро он убедил Ричарда дать ему еще немного времени на расследование. Джейк настроил свой беспилотник на очередной полет, на этот раз сосредоточившись на том, чтобы запечатлеть каждый кусочек поля в окрестностях. На этот раз овцы образовали спиральный узор, как будто они кружили вокруг невидимой точки. Джейк направил беспилотник ниже, чтобы запечатлеть идеальный вид гипнотической сцены с высоты птичьего полета. «Ричард, ты должен это увидеть», — позвал он. Ричард и Мартин поспешили к ним. На их лицах была смесь благоговения и озабоченности, когда они смотрели прямую трансляцию. «Я думаю, они реагируют на что-то подпольное», — сказал Джейк. «Как будто они улавливают вибрации или какой-то сигнал, который мы не слышим». «Должно быть, это таинственное магнитное поле», — нахмурился Ричард. «Мне не нравится, как это звучит. Что, если это действительно что-то радиоактивное? Я прожил на этой земле десятилетия. Означает ли это, что я подвергся воздействию чего-то смертельного?» Джейк содрогнулся, представив себе такую возможность. «Давайте не будем забегать вперед. Вы выглядите настолько здоровым, насколько это возможно, как и ваши овцы. Но есть только один способ выяснить, что заставляет их вести себя так странно». С помощью дрона Джейк снова нанес на карту местность, на этот раз наложив на отснятый материал тепловизионный фильтр, который он недавно установил. К его удивлению, дрон обнаружил слабые тепловые следы в земле под спиральным образованием. «Там определенно что-то есть», — сказал Джейк взволнованным голосом. Ричард неохотно согласился позволить Джейку и Мартину копать глубже в поле. Они вернулись на то место, где нашли глиняную плитку, и начали раскопки, используя ручные инструменты и небольшую переносную землеройную машину, которую Ричард держал для работы на ферме. Джейк также прихватил с собой портативный счетчик Гейгера, чтобы убедиться, что они не ступили на радиоактивную территорию. Копая, они обнаружили еще больше глиняных плиток, каждая из которых была покрыта похожей замысловатой резьбой. Чем глубже они погружались, тем яснее становилось, что они обнаружили нечто рукотворное. «Посмотрите на это», — сказал Мартин, вытаскивая большой кусок камня с резной каймой. «Это не место на пастбище для овец». Ричард вытер пот со лба. «Это начинает казаться плохой идеей. А что, если мы прикасаемся к радиоактивным материалам?» — успокоил его Джейк. «Счетчик Гейгера не регистрирует ничего подозрительного.
Честно говоря, это больше похоже на место древнего захоронения, чем на опасную зону. Если это то, что я думаю, то это могло бы выгодно подчеркнуть вашу ферму на карте. По мере того, как они продолжали копать, найденные плитки начали складываться в более крупную картину. Они, по-видимому, были частью круглого сооружения, возможно, древней церемониальной платформы. Узоры на плитках соответствовали странным движениям овец, как будто животных инстинктивно тянуло к этому месту. К вечеру они обнаружили массивную круглую каменную плиту в центре спирали. Его поверхность была покрыта резьбой, которая, казалось, изображала овец, звезды и геометрические узоры. «Джейк», — сказал Ричард слегка дрожащим голосом, — «во что мы ввязались?» Находка каменной плиты всех встревожила. В тот вечер, когда они втроем сидели за обеденным столом, атмосфера была напряженной. Ричард то и дело поглядывал в окно на поле, словно ожидая, что что-то произойдет. «Нам нужна помощь», — сказал Джейк. «Я не археолог. Если это древнее место, нам нужны профессионалы для расследования». Ричард вздохнул. «Привлечение экспертов означает известность, а известность означает, что моя ферма станет достопримечательностью для туристов. Я не уверен, что хочу такого внимания». Джейк понимал колебания Ричарда, но настаивал на том, что они не могли игнорировать важность того, что нашли. После долгих споров они пришли к компромиссу. Джейк хотел бы незаметно связаться с местным археологом, чтобы тот оценил место раскопок, не привлекая лишнего внимания. На следующий день прибыла археолог, доктор Элейн Фостер. Элейн была опытной и не понаслышке знала, как находить спрятанные реликвии в самых неожиданных местах. Когда Джейк показал ей видеозапись с беспилотника и найденные плитки, ее глаза расширились от недоверия. Элейн рекомендовала провести более глубокие раскопки, но Ричард колебался. Идея расчистить большую часть поля ему не понравилась. Пока группа обсуждала свои дальнейшие действия, Джейк решил еще раз запустить беспилотник, надеясь собрать дополнительные кадры для Элейн. От того, что запечатлел дрон, у него по спине побежали мурашки. Овцы больше не были расположены по спирали. Вместо этого они образовали идеальную сетку, их движения были пугающе синхронизированы. Сверху эта сцена выглядела как замысловатое одеяло из белых точек на фоне зеленой травы. Элейн ахнула. «Это превосходит все, что я когда-либо видела. Они как будто следуют за невидимой силой». Ричард покачал головой. «Это становится слишком странным. Я начинаю думать, что нам не следовало трогать ту плиту». Элейн заверила его, что им ничего не угрожает, но даже она не смогла объяснить поведение овец. Ее профессиональный счетчик Гейгера тоже молчал, что означало, что никакой радиоактивный элемент не вызывал беспокойства. Так что же это было? Позже тем же вечером Джейк просмотрел запись с беспилотника кадр за кадром. Именно тогда он заметил кое-что новое. Слабые светящиеся линии, расходящиеся от каменной плиты, видимые только под инфракрасным фильтром дрона. «Папа, Ричард, вам нужно это увидеть», — сказал Джейк, пододвигая их к своему ноутбуку. Светящиеся линии, казалось, соединяли каменную плиту с другими частями поля, образуя сеть фигур и символов. Джейк сказал, что это похоже на карту. Но карту чего? Беспокойство Ричарда росло. «Я не знаю, что мы обнаружили, но я думаю, нам нужно остановиться, прежде чем мы пойдем дальше». Несмотря на свои опасения, Джейк не мог оставить это без внимания. Светящиеся линии, снятые дроном, добавили совершенно новый слой загадочности этому месту. Несмотря на растущее беспокойство Ричарда, Джейк убедил его копнуть глубже. Под руководством доктора Элейн Фостер они расширили раскопки вокруг центральной каменной плиты. Чем глубже они копали, тем больше находили. Это была сеть соединенных между собой плиток, каждая из которых была украшена замысловатой резьбой. Резьба выходила наружу концентрическими кругами, имитируя узоры, которые овцы формировали над землей. Джейк предложил еще раз запустить беспилотник, чтобы посмотреть, как выглядит участок с воздуха, теперь, когда видна большая его часть. Когда беспилотник поднялся в воздух,
Прямая трансляция с пульта Джейка показала захватывающий дух масштаб того, что они обнаружили. Сверху это место напоминало огромный лабиринт с дорожками и символами, расходящимися от центральной плиты. Было ясно, что это необычное фермерское поле. «Это похоже на древнюю карту», — сказал Джейк, увеличивая изображение. Но на что она указывает? По мере того, как команда работала, поведение овцы становилось все более странным. Они больше не бродили бесцельно по полю, а вместо этого собрались по краям раскопок, громко истекая кровью, словно пытаясь что-то сказать. «Они... охраняете его?» — полушутя спросил Мартин. «Как будто они знают что-то, чего не знаем мы», — серьезно ответила Элейн. Затем, когда Джейк опустил дрон ниже, чтобы запечатлеть больше деталей, изображение внезапно замерцало. Камера дрона зафиксировала слабое мерцание под центральной каменной плитой, что-то металлическое, отражающее солнечный свет. «Что это такое?» — спросил Джейк, прищурившись. «Еще железо?» Команда решила сосредоточить свои усилия на извлечении центральной плиты. Она была тяжелой и потребовала использования небольшой лебедки из сарая Ричарда. Когда они осторожно подняли камень, все затаили дыхание. Под плитой находилась большая полая камера. Воздух был прохладным и влажным, а слабое металлическое мерцание, которое они видели ранее, исходило от предмета, лежащего в центре камеры. Джейк осторожно спустился вниз с фонариком в руке. То, что он обнаружил, лишило его дара речи. «Это коробка», — сказал он, и его голос эхом разнесся по комнате. Металлическая коробка, покрытая резьбой, такой же, как и плитка. Элейн присоединилась к нему. Ее руки дрожали, когда она осматривала коробку. Резьба была более замысловатой, чем все, что они видели до сих пор. На ней были изображены созвездия, животные и фигуры в церемониальных позах. «Это не просто место проведения церемоний», — сказала Элейн, ее голос был едва громче шепота. «Эта коробка — капсула времени». Они осторожно подняли коробку на поверхность. Она была тяжелой и плотно запечатанной, и не было видно, как ее открыть. Элейн предложила отнести ее в ближайшую университетскую лабораторию для надлежащего исследования, но Ричард колебался. «Это было на моей земле веками», — сказал он. «Я не собираюсь упускать это из виду». Элейн кивнула. «Справедливо. Но нам нужно тщательно все документировать. Такое открытие случается раз в жизни». Джейк не мог не почувствовать прилив гордости. Если бы дрон не зафиксировал странное поведение овцы, ничего из этого не было бы обнаружено. Дни, последовавшие за открытием, пролетели как один миг. Элейн пригласила небольшую группу экспертов, чтобы они помогли осмотреть коробку на месте, стараясь, чтобы операция была максимально незаметной и не привлекала внимания. После нескольких часов кропотливой работы им, наконец, удалось открыть коробку. Внутри они обнаружили коллекцию артефактов, маленькие глиняные фигурки, инструменты и что-то похожее на древнюю рукопись, написанную на тонкой сохранившейся коре. Команда Элейн была в восторге. Артефакты находились в первозданном состоянии, позволяя заглянуть в жизнь людей, которые когда-то населяли этот регион. Элейн объяснила, что перед нами церемониальная капсула времени, которая, вероятно, была захоронена во знаменование важного события. Судя по резьбе, ему по меньшей мере 400 тысяч лет. Рукопись, хотя и хрупкая, была достаточно поддающейся расшифровке, чтобы раскрыть неожиданный поворот событий. В ней содержались инструкции по ритуалу, который, вероятно, проводился на этом месте. Овцы, по-видимому, занимали центральное место в церемонии. Их движения определялись древними представлениями о магнитных полях Земли. «Как будто сама Земля помнит об этом», — сказала Элейн. «И овцы все еще связаны с ней способами, которые мы до конца не понимаем». Для Ричарда это открытие было горьковато-сладким. Хотя внимание к нему открыло новые возможности для его фермы, испытывающей трудности, это также означало, что его спокойная жизнь уже никогда не будет прежней. От музеев и исследователей посыпались предложения изучить это место и его артефакты. Однажды вечером Ричард признался Джейку, что ты был прав.
Если бы твой беспилотник не заснял это, никто бы в это не поверил. И я бы не захотел это откапывать. Но теперь я рад, что мы это сделали. Джейк тем временем оказался в центре внимания. Его видеозапись с овцами и раскопками стала популярной, принеся ему признание как режиссеру и фотографу. Посыпались предложения о сотрудничестве и проектах, что дало ему шанс превратить свое увлечение в полноценную карьеру. Год. Недели превратились в месяцы, и это место было официально объявлено охраняемым. Археологическая зона. Исследователи продолжали изучать артефакты и поведение овец, открывая новые возможности для изучения древнего мира. Ферма Ричарда стала местной достопримечательностью, привлекающей посетителей со всего мира. Хотя временами повышенное внимание было ошеломляющим, Ричард гордился тем, что его земля сохранила столь важную часть истории. Джейк, наконец, поднялся на холм, откуда открывался вид на место раскопок. Его беспилотник завис неподалеку. Он наблюдал, как мирно паслись овцы. Их странное поведение осталось в памяти надолго. «Такое действительно случается раз в жизни», — сказал он себе. И улыбка расплылась по его лицу. И с этими словами он запустил беспилотник выше в небо, чтобы сделать последний снимок поля, напоминающий о тайне и чуде, которые они открыли вместе. Как вы думаете, такие моменты действительно бывают 1 на миллион? Что бы вы сделали, если бы увидели это своими глазами? Спасибо, что посмотрели, и не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать еще больше невероятных историй, которые приведут вас в трепет.